Здравствуйте. В программе «Время» о самых заметных событиях этого дня. Метр за метром Мариуполь. Националистов бьют в их оплоте на комбинате «Азовсталь». Жуткие находки во дворах, в парках, на площадке разрушенного детсада. За отвагу и мужество. Награды героям и пожелания скорее поправиться. Они и все участники операции наделены статусом ветерана. Закон подписал президент. Атомная ложь. Кадры из подвалов Чернобыльской АЭС. Разоблачение украинских и западных фейков. И, кстати, что за мину сегодня взорвали турки в Босфоре? Ловись, рыбка. Продуктовое импортозамещение. На качество российской рыбы, птицы и овощей работает сама природа. Преимущества и под Питером, и в Крыму. Голодные игры. Глобальный дефицит еды. Антиэффект санкций. Европа привыкает к мысли о газе за рубли. На Ближнем Востоке пылает дефицитная нефть. И у камней бывают травмы. Наши археологи говорят, как врачи о триумфальной арке Пальмиры. Какие шансы восстановить шедевр, разрушенный террористами? Мариуполь – точка, за которой сейчас следят с горячим сочувствием. И к бойцам ДНР они вместе с нашими военными метр за метром теснят националистов. И к мирным жителям, кто пока остается в заложниках и кто вырвался. Тяжелые кадры будут сейчас. Город прощается с теми, кого не уберегли. Детки тут брошенные были, там до 1 класса, от годика до 6 лет. Вот они, посмотрите, вот они все. Свежие могилы прямо на игровой площадке детского садика. Полуразрушенное здание, рядом, собственно, сам детский сад. Точнее, то, что от него осталось после варварского удара украинской артиллерии. На могилах венки и игрушки. Жители окрестных домов приносят конфеты, потому что большинство из этих захоронений детские. Кто на дворе вот тут гулял, никто ж не ожидал. И там осколками бомбили, осколками вот это все детей. Вон корпус, все, вот это минами, чем они, бомбами. Вот это все стреляли. Кто обстреливает, скажите? Укропы мы их называем. А они на нас сепары говорят. Из-за непрекращающихся обстрелов украинской артиллерии жители Мариуполя вынуждены хранить своих родных и близких прямо во дворах жилых домов. В городе продолжаются бои, поэтому вывести тела погибших пока не получается. Стихийные погосты появляются не только во дворах, но и в парках и на городских улицах. К примеру, эта могила возникла на месте большой воронки от снаряда. Много случаев, когда умершие остаются лежать в своих квартирах. Забирать тела попросту некому. Здесь трупы лежат тут в доме. Некому, людей нет, мужики не хотят. Бабушка лежит на втором, тоже 3 дня труп лежит. Все факты вынужденных захоронений фиксируют представители Донецкого совместного центра по контролю и координации. Стараются помочь с вывозом тел, но свободных рук не хватает. В Мариуполе настоящая гуманитарная катастрофа. Можно легко и просто оценить, откуда прилетали снаряды. Полк Азов, юг, южная сторона, повреждения, характерные повреждения жилого дома. Можно делать выводы, кто стреляет по жилым домам. Совсем рядом с уничтоженным детским садом средняя школа была. Месяц назад здание заняла под свои нужды украинская армия. Вот так выглядит школьный холл. Здесь долгое время располагались украинские военные. Они здесь устроили наподобие что-то кухни, чайник, здесь же одежда. Там дальше бутылки с водой и остатки пищи. Отступая, они все здесь побросали. Ну, как видим, ничего не осталось от этого холла, все разбито. Что за вооружение? Пенлав, гранатомет иностранного производства, недоеденные сухие пайки натовского образца или украинского образца. Солдаты и офицеры ВСУ были экипированы, что называется, по полной, начиная от амуниции и заканчивая арсеналом. В подвале саперы МЧС нашли снаряды крупнокалиберной артиллерии, пару десятков иностранных противотанковых комплексов и большой запас стрелкового оружия. Кабинет начальных классов Мариупольской 63-й школы. Здесь располагалась одна из огневых точек украинских военных. Здесь мы видим наспех возведенные баррикады из столов и стульев, и здесь же заряженные гранатометы. Школа квадратной формы с внутренним двором, практически идеальное оборонительное сооружение. Выбить отсюда украинских военных удалось не сразу, бои шли ожесточенные. В конце концов, бойцы ВСУ штурма дожидаться не стали, просто сбежали. В учебных классах царит хаос. Чудом уцелела пианино. Все остальное разбито и сломано. ВСУшники не церемонились. Ой, там уже ничего нет. Сами видите.
Все разрушено. Живого места нет. Метр за метром российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР продвигаются вглубь Мариуполя, защищая город от вооруженных головорезов. Основные бои идут сейчас за важнейший укрепрайон националистов Азовсталь. Боевики несут внушительные потери. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Киновский, Дмитрий Деревянский, Ярослав Зорин и Кирилл Логинов. Первый канал. Донецкая Народная Республика. В Луганской Народной Республике, которая освобождена от нацподразделений почти полностью, они продолжают сопротивляться в районе Рубежного. Дмитрий Кулько только что передал в редакцию этот репортаж. Показывай быстрее, быстрее. Не останавливаться, обстрел на какие-то секунды прекратился. Можем проскочить. Но тут же боевики украинских нацбатов, которые равняют Рубежное с землей, бьют снарядами по соседнему переулку. Он заполняется дымом. А вот от боеприпасов вспыхивает здание мануфактуры. Безопасных мест в городе нет, даже между этими бетонными столбами в арке. Сейчас туда прилеты были. Несколько штук. Идет обстрел довольно интенсивно, хаотичный. Повсюду разбитые стекла. Какие-то части зданий. Приходится прижиматься к дому. На некоторых улицах Рубежного еще проходит линия фронта. Неонацисты ставят новые огневые точки. С этой стороны здания заходить нельзя. Простреливается. Вот туда, за пустырем, вот так, наискос. Там аккуратно вообще передвигайтесь, там снайперы уже дня по 4 работают. Смерть в Рубежном на каждом углу. Люди почти не выходят из подземелья. Самое страшное для меня было, это когда у нас в подъезде умерло 2 человека. И мы хоронили прям людей под окнами, под своими. Копали ямы и хоронили. Помните, еще Петр Порошенко говорил жителям Донбасса: ваши дети будут сидеть в подвале. Вот они и сидят. Несколько поколений детей. Ну вот сюда мы выходим на поверхность, как бы. Домой у меня ребенок не ходил месяц. Я домой ходила вот через дорогу 1 раз всего лишь за все это время. Без воды, света. Вот люди готовят поесть на костре. Закрылись баррикады, но ее легко прошьют осколки. Военные ЛНР привозят продукты, лекарства и пытаются эвакуировать как можно больше жителей. Быстрее, быстрее! На лицах страх, паника. Больше сотни человек, старики, дети, инвалиды ищут место в спасительном кузове. Молятся, чтобы очередной украинский снаряд не прилетел в этот двор. Они уничтожили город. Именно украинцы. Я родилась в Богославе, чистокровная украинка. Но никогда не думала, что такие жестокие люди. Валентина Супрун рассказывает, украинские националисты обходились с русскоязычными жителями Рубежного как с людьми второго сорта, потому, сбежав из этих районов, засыпают теперь их снарядами. До этого прятались за спинами гражданских. Я живу по улице Студенческая, 16. Был дом, сейчас его нету. Пришли наши освободители, Национальная гвардия, зашли в дом, выломали двери, сделали из квартиры дзоты и начали стрелять, вызывать огонь на себя. Пытаясь покончить с этим террором, войска ЛНР выбивают неонацистов с позиций в окрестностях Рубежного, хоть те построили сеть таких бетонных бункеров. А это лабиринты боевиков вблизи Первомайска, где люди уже 8 лет живут под обстрелами, но настолько мощных, говорят, еще не было. Даже подвалы уже не спасают жителей. К примеру, вот очередное попадание украинского снаряда прямо в основание многоэтажки, в убежище, где находились люди. Они выжили чудом. Там 4 женщины сидели, а они там и остались вместе с моей женой. Я чуть дальше, где-то 3 метра находился от них. Практически не видно ничего. Шли на ощупь. Это просто геноцид, это уничтожение народа, это просто такая ненависть у них к нам, это ужас. Вот еще один бессмысленный удар украинской артиллерии. Этот снаряд угодил прямо рядом с многоэтажкой, на которой написано «Люди». Вот посмотрите, какого размера воронка, примерно с человеческий рост. По кому они будут бить? По солдатам нет. Они будут бить, разбивать инфраструктуру, убивать мирных жителей, потому что это просто не люди. Вот мы сейчас боремся как добро и зло. Вот мы сейчас боремся с нелюдями, понимаете? Люди с нелюдями. Я думаю, победим. Победа будет за нами по-любому. Дмитрий Кулько, Павел Романов, Роман Иванов, Наталья Маштакова, Александр Аноничев. Первый канал, Луганская Народная Республика. Минобороны делится с журналистами новыми кадрами уничтожения вражеских вооружений.
Вот так разнесло украинский БУК на боевой позиции в Киевской области после удара по нему ракетой комплекса «Искандер». Вообще-то БУК предназначен как раз для перехвата ракет, но не «Искандеров». Контроль попадания фиксировал беспилотник, который ПВО противника тоже проморгал. А арсенал в Житомирской области обработали из акватории Черного моря. Удар 4 крылатыми калибрами с борта малого ракетного корабля. Цели поражены. Есть видео поддержки наступающих войск вертолетами К-52. Они нанесли удар по командному пункту ВСУ с удаления свыше 7 километров, чтобы не попасть в зону украинской противовоздушной обороны. Час назад сводку дополнил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговым. Также уничтожен 1 украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин. В течение последних дней многим российским гражданам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат. Хочу подчеркнуть, все подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляю, никаких вызовов военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе Минобороны России, не проводят и не планируют. Закон о наделении статусом ветеранов боевых действий, участников спецоперации по защите Донбасса, уже действует. Его подписал Владимир Путин. Сообщая об этом на совещании Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу обратил внимание, помимо всех выплат и льгот, самим военнослужащим поддержка пойдет и их семьям. Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учетом принятых решений по соответствующим индексациям. Это касается и индексации денежного удовольствия, это касается и оплаты гражданского персонала, и, конечно, как это предусмотрено нашим законодательством, безусловно, касается и военных пенсионеров. Кроме того, одобрены поправки в закон о ветеранах, согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих. Герои наших дней, бойцы и командиры. Новые имена. Лейтенант Артем Гладский со своим танковым взводом захватил плацдарм на аэродроме противника. Он лично, уходя от встречного ракетного обстрела, уничтожил большое количество националистов, 2 их БМП и 3 танка. Уже после подхода подкрепления в результате боя аэродром был взят под полный контроль. Взвод десантников Расима Ильязова выполнил задачу по обороне стратегических объектов. Командир вычислил огневые точки противника и передал их координаты артиллерии и авиации. Кроме того, подчиненные Ильязова уничтожили 12 танков, 8 боевых машин, гаубицу, вертолет Ми-8, 2 минных батареи. А полковник военной полиции Алексей Литвиненко обеспечил безопасное движение колонн бронетехники по маршруту длиной более 100 километров. Под его руководством оборонялись переправы, отражались атаки диверсантов. Полковник Литвиненко с подчиненными в зоне спецоперации с первых дней. Среди отмеченных высокими государственными наградами и 15 военнослужащих, которые сейчас в госпиталях. Ранения серьезные, но это не повод откладывать награждение. Ордена мужества, а также медали за отвагу, какие получали еще наши деды. Анатолий Лазарев с подробностями. Служили все. У них разные звания, служили в разных частях, выполняли разные задачи, но награды получают вместе. Так сложились обстоятельства. Товарищи бойцы, вы, как настоящие мужчины, настоящие воины, как настоящие продолжатели славных боевых традиций наших дедов и отцов, государство российского во все времена не подкачали, задачу выполнили, поставленную задачу выполнили на все 100%. 9 орденов мужества вручили сегодня в госпитале имени Вишневского. За что именно их отметили, награжденные не говорят. Да и так понятно, из названия ордена. За мужество. Не ожидал то, что вообще получу вот эту награду за борьбу с нацизмом. Все-таки 70 лет назад уже боролись, и сейчас почему-то опять
Командир орудия Максим Околота получил медаль за отвагу. Его расчет не дал прорываться танкам ВСУ. Они просто прячутся за мирное население, и когда мы не можем отработать в полном масштабе свои боевые задачи из-за того, что они прячутся мирное население, и им как бы пофигу на мирное население. Они своих бомбят и все время. И все горячее это Россия, а это не так. Мародерничают они тоже и свалят. Ну, говорят все, что это мы делаем. Мы такого не делаем. Мы не так воспитаны. На соседней койке Владислав Балахнин тоже награжден медалью за отвагу. Подтверждает, ВСУ своих не щадят. Обстреливают мирное население. Не жалеют вообще. А вы сталкивались с мирным населением, как с людьми, с обычными? Да, сталкивались. Помогали им. Ну, то есть еды, продуктами. То, что у нас было, мы давали. Общались, да, как бы они тоже приходили, вот когда позиции у нас были, они сами приходили, там даже бывало воду приносили. Такое, ничего, нормально к нам относились, не было агрессии никакой. Сигареты приносили, продукты, даже некоторые приносили, хотя они сами сидели без продуктов. 2 медали за отвагу и 6 орденов мужества вручили сегодня в госпитале имени Бурденко. Ордена мужества награжден ефрейтор Головин Дмитрий Сергеевич. Дима, от имени Верховного главнокомандующего министра обороны эти награждали, поздравляю с наградой. Желаю тебе выздороветь, встать на ноги. И протез делают, и строй поставить. И строй будешь, министр обороны дал жесткий приказ, чтобы все, кто хочет остаться в строю, они останутся в строю. Впрочем, мыслями они из этого строя и не выходили. Ребятам, которые остались в данный момент выполнять специальную боевую задачу на территории Украины, хотелось бы передать удачи, здоровья, самое главное. Мы все искренне за них переживаем. Переживаем, наверное, больше за них, чем за себя. Все награжденные заявили, что хотят продолжить службу. Анатолий Лазарев, Анастасия Слободенюк, Сергей Филиппов. Первый канал. Пока репортаж был в эфире, турецкие средства массовой информации сообщили, водолазы ищут в Босфоре мину. Уже вторую. Первая была обезврежена в проливе днем, на это время прикрывалось движение. В минувшее воскресенье ФСБ сообщало, в сторону Турции, Болгарии и Румынии дрейфуют украинские мины, сорвавшиеся с якорей у портов Одессы, Очакова, Черноморского и Южного. Мин было 10 старого образца, где остальные неизвестны. То есть сохраняется созданная Украиной угроза судоходства на Черном море, включая гражданское Евросоюза и военное НАТО. Добавлю, международным правом запрещены морские мины, которые автоматически срабатывают при соприкосновении с ними. И, сорвавшись с крепления, остаются взрывоопасными. И опасность значительно более серьезная, чем минная. Какие секретные исследования проводились на Чернобыльской атомной станции? В ее подвалах нашли массу информации для размышления нашим экспертам. Но кадры оттуда еще и опровержение антироссийских фейков. Гусейн Гусейнов покажет. Разруха и хаос. Так, со слов западных СМИ, выглядит якобы разграбленная и уничтоженная российскими военными лаборатория по исследованию радиоактивных материалов в городе Чернобыль. На то, что при этом ни один дорогостоящий аппарат не пострадал, внимания никто из западных журналистов не обращает. Вся техника, оргтехника дорогая, которой работал персонал, вся находится на месте. Разбитые детали кружек, которыми пользовались рабочие, находящиеся на местах, никакой ценности в принципе не несли. Бумаги, разбросанные на полу, прежде всего подтверждают факт, что люди уходили и самостоятельно это все, скажем так, делали. Нарочито театральный беспорядок коснулся в основном офисных кабинетов. В помещениях, где и проводились опасные исследования, идеальный порядок. Аккуратно расставленные друг за другом колбы, пробирки, оборудование. Нетронутыми остались даже емкости с реагентами. Картина, которая не стыкуется с легендой про якобы варварское вторжение российских военных. А вот что действительно было разграблено, правда уже самими сотрудниками лабораторий, так это рабочие компьютеры. Ни в одном из них нет жестких дисков, где могли храниться данные об исследованиях. Покидая рабочие места, люди, судя по всему, пытались скрыть, чем они в действительности здесь занимались. Практически уничтожен и сервер, куда записывалось видео со всех камер наблюдения.
Но самой удивительной находкой для российских военных оказалось то, что они обнаружили в подвалах здания. Здесь хранятся материалы, которые до сих пор излучают радиацию. Были они использованы в ядерных исследованиях для военной цели или их туда поместили, чтобы создать опасный радиационный фон, еще только предстоит разобраться. Данный факт повышенной радиации, прежде всего, мы туда дальше, соответственно, не проходим без специалистов. Специалисты, я думаю, разберутся по данному факту. Но считаю это преступной, даже не халатностью, а спланированной акцией. С начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные СМИ не скупятся на фейк-истории о действиях российской армии. Исключением не стала и Чернобыльская АЭС. Взять хотя бы новости о пожарах в окрестностях зоны отчуждения. Якобы российские военные не пускают украинских пожарных бороться с пламенем, и это может привести к экологической катастрофе. Хотя на самом деле к подобным последствиям ведут лишь провокации ВСУ, которые несколько раз полностью обесточили станцию, а потом и вовсе нанесли удар по линиям, питавшим ее. Избежать страшных последствий удалось лишь благодаря быстрым и слаженным действиям российских специалистов. Чернобыльская атомная станция функционирует в безаварийном режиме. Станция запитана к электросетям Республики Беларусь. Произведена замена персонала станции. Противопожарная обстановка вблизи Чернобыльской атомной станции в норме. По предварительным оценкам, стоимость создания лаборатории, предназначение которой вызывает много вопросов, обошлась Киеву в более чем 5 миллионов евро. Чем именно занимались здесь и что представляют собой найденные радиоактивные материалы, в ближайшее время предстоит выяснить российским специалистам. Гусейн Гусейнов, Фарид Муслимов и Виктор Аверин. Первый канал. Чернобыль. Украина. Перед выпуском пришло еще одно заявление Минобороны. Россия призвала Азербайджан отвести войска в Нагорном Карабахе. В последние 2 дня азербайджанские подразделения зашли в зону ответственности наших миротворческих сил, тем самым нарушив договоренности, закрепленные в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха нанес 4 удара азербайджанский беспилотник. Российские миротворцы принимают меры для урегулирования ситуации, сообщили в Минобороны. Озабоченность ростом напряженности в Карабахе только что выразил российский МИД, призвав стороны соблюдать договоренности. Теперь экономика. Закон об антикризисных мерах в России в условиях санкций подписал Владимир Путин. Вкладчикам банков не придется платить налог с полученных процентов за прошлые и нынешние годы. За автомобили дешевле 10 миллионов рублей не будут брать повышенный налог, как собирались. Кроме того, вводятся налоговые льготы для компаний, работающих в сфере информационных технологий и туризма. И еще один документ, подписанный президентом, это о снижении административной нагрузки на малый и средний бизнес. Предприниматель, впервые допустивший нарушение, получит не штраф, а предупреждение. Правда, если это не нанесло вреда здоровью людей или ущерба природе. Санкционное давление вынуждает искать замену импорту от исходного сырья до упаковки. Впрочем, в целом ряде отраслей само понятие импортозамещения прижилось еще 8 лет назад. Что выросло за это время, изучил Александр Лякин. Эта рыба родилась в декабре месяце, так что ей всего еще нету полгода еще ей. 4-месячные мальки форели скоро разойдутся по рыбным хозяйствам всей страны. Здесь, в Ленинградской области, ежегодно выращивают 900 тысяч голов, или, если угодно, хвостов. Мы являемся репродуктором, который производит племенной посадочный материал. Вся вот эта рыба уходит на частные товарные хозяйства, садится в садки и там уже выращивается до товарных размеров и расходится по магазинам простых потребителей. Это хозяйство никак не зависит от импорта. Все, что здесь есть, делается в России. Наше отличие в том, что рыба выращивается из собственной икры. Только у нас есть ремонтно-маточное стадо здесь, на северо-западе. Это собственное стадо, селекционное, которое породы занесены в госреестр. Наша рыба, она быстро растущая, устойчивая к неблагоприятному влиянию среды. Самое главное, что производство можно легко масштабировать. Нужны только площади и капиталовложения. Одно только это хозяйство может обеспечить живым материалом все фермерские предприятия России.
Наша страна давно не импортирует курятину. Последние ножки Буши видели в продаже 1,5 десятка лет назад. Но вот инкубационное яйцо для выращивания бройлеров мы до недавнего времени закупали за границей. Сегодня отрасль избавляется и от этой зависимости. Для того, чтобы получить суточного цыпленка, нужны специальные племенные родительские стада, так называемые, где сидит племенная высокопродуктивная птица. Вот такой птицы в России не было в достаточном количестве. Но на протяжении последнего прошлого года мы импортировали порядка 20% от общего объема инкубационного яйца. Но благодаря тому, что вот такие проекты, как наши, реализовываются, благодаря активной поддержке правительства федерального, регионального, вот объем импорта инкубационного яйца существенно снижается. Вот в этом году мы выходим на полную самообеспеченность вот этим видом сырья. В Нижнем Новгороде свои помидоры, баклажаны, салаты, даже тюльпаны. Но больше всего на этом агрокомбинате гордятся огурцами сорта эстафета. Полностью отечественными продуктами можно назвать огурцы пчелопыляемые, салаты, редиску. Сами теплицы тоже сделаны из наших материалов. Оборудование в основном российского производства. Часть семян пока импортная, но при необходимости комбинат перейдет на отечественные сорта. В Крыму, который уже много лет под санкциями, импортных семян нет давно. Обходятся отечественными, которые по урожайности не хуже и более приспособлены к местным условиям. Здесь уже вовсю идет посевная, и с учетом того, что на полуостров пошла вода по Северо-Крымскому каналу, урожай ждут хороший. За моей спиной находится трактор «Кировец». Сеялка тоже у нас производится в России, на заводе в Самаре. Высеваем мы сегодня семена гороха. Это также российская селекция, поэтому мы не ощущаем никаких нехваток, либо сбоев поставки семян, удобрения, либо техники. А вот этот продукт никакого отношения к импортозамещению не имеет. Сахар. Мы давно его производим сами в огромных количествах, а точнее 60 тысяч тонн в сутки, что в 3,5 раза превышает внутреннее потребление. Ежедневно отгружается 400-500 тонн на клиентов. Так что я вас уверяю, сахара достаточно. Наверное, надо с пониманием относиться к тем, кто по генетической памяти в любой непонятной ситуации скупает сахар десятками килограммов. Мы это уже не раз видели, и всегда опустевшие полки с песком и рафинадом очень быстро наполняются вновь. Александр Лякин, Елена Штоколова, Виталий Аниканов, Первый канал. Мировые цены на продукты на фоне санкций к концу 2023 года вырастут на 22%, а голодающих станет больше на 8, а по другим прогнозам на 13 миллионов человек. Так заявила Организация по продовольствию и сельскому хозяйству, входящая в ООН. Сильнее всего ударит по Африке. Но какое она отношение имеет к антироссийской политике Запада? В Южноафриканской республике продовольственный набор средней семьи за месяц подорожал сразу на 45%, а ЮАР – основной поставщик продуктов соседям и не самая бедная на континенте страна. Одна из причин – цены на топливо. В Италии на грани закрытия 11% сельхозпредприятий. И еще почти треть вынуждены работать себе в убыток. Там солярка подорожала в 2 с лишним раза, удобрения почти втрое. А Россия – один из ведущих экспортеров в мире. Во Франции рост цен на заправках вызвал огромные очереди, в которых стоят в том числе водители-дальнобойщики. А их опоздание в рейсе – это срыв поставок, дефицит товаров, ну и так по кругу. И только предстоит оценить ущерб нефтяным котировкам после пожара в Саудовской Аравии на огромных хранилищах компании «Арамко». Добываемый ею нефть дает 80% дохода королевства. Пламя вспыхнуло после массированного ракетного обстрела и атаки беспилотниками, предпринятых повстанцами-хуситами из соседнего Йемена. В 2014 году они свергли президента. Спустя год по хуситам стала наносить удары коалиции с Саудовской Аравией во главе. Конфликт с тех пор то разгорался, то тлел. После нападения на нефтехранилище коалиция объявила, что возобновляет операцию. Теперь о газе. Катар, 3-й по запасам и 6-й по экспорту в мире, принимает международную конференцию. И, конечно, большая тема заявления Владимира Путина о том, что недружественные страны будут оплачивать российские газовые поставки рублями. В Евросоюзе заявили, как раз найдем замену. В Катаре вот тоже искали. Там ответили, мы уже связаны долгосрочными контрактами с потребителями в Азии, да и просто не сможем стать альтернативой. Я не думаю, что прямо сейчас мы можем что-то сделать, и никто не может заменить российский газ. Я четко говорил, от 30 до 40% поставок газа в Европу осуществляется Россией, и это не тот объем, который можно заместить. Ну а немецкий журнал «Шпигель», хоть и назвал опасной идею «газ за рубли», но признал, план Путина ошарашил Запад, и европейским клиентам все-таки придется в обход своих же санкций покупать рубли у Центробанка России.
Джо Байден, между тем, поехал обсуждать сокращение зависимости Европы от наших энергоносителей в Варшаву. Но, похоже, пицца, которую он накануне съел в 150 километрах по прямой от Львова, давно Байден не был так близко к Владимиру Зеленскому, увела мысли хозяина Белого дома куда-то не туда. Ждали, что в польской столице он скажет речь, которую заранее сравнивали с речью Джо Кеннеди в Западном Берлине после строительства Берлинской стены. Кеннеди тогда произнес по-немецки «Ich bin Berliner», «Я берлинец». Байден варшавянином себя не называл. У него дома другие проблемы: низкий рейтинг, небывалая инфляция и рекордные цены на горючее. Но зачем все это, если есть санкции против России? В результате этих небывалых санкций рубль практически уничтожен. И сейчас $1 стоит 200 рублей. Российская экономика раскололась. Но зачем так-то? Курсы публикует российский Центробанк. Каждый может посмотреть. Абсолютный максимум 11 марта этого года. 120 рублей 37 копеек. Курс ЦБ, зафиксированный накануне и действующий до понедельника, сейчас в выходные, выше 95 рублей. В 2 раза с небольшим хвостиком меньше того, что нес Байден. Или что там ему предложили его речеписцы. Да и не в деньгах сила. Мы точно знаем. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Честное кино и сильное поэтому. А вот другая сила. Лондон продавил таки, чтобы YouTube, с которым, кажется, уже всем и так все ясно, удалил канал российских пранкеров, которые не раз дозванивались до ведущих западных политиков и чиновников. 150 тысяч подписчиков следили за беседами, которые Владимир Кузнецов, Вован, и Алексей Столяров, Лексус, вели, среди прочего, с главами МВД и Минобороны Великобритании. Коллекционные персонажи. Ладно, там одна говорит: англичанка гадит, думает, что прославляет Украину, но другой военные тайны пустил гулять по сети. Сам. Никто за язык не тянул. Ничего, пранкеры никуда не делись, они просто переехали на Рутуб. И, чтобы без иллюзий, помнят все. Это было серьезное политическое давление со стороны Министерства обороны Великобритании. То есть оно было настолько сильным, что ведомству пришлось это делать не втихаря, а публиковать у себя на официальных ресурсах призыв к Ютубу заблокировать канал в связи с тем, что он угрожает национальной безопасности целой страны. То есть таким образом получилось, что оборонное ведомство ядерной державы воюет с 2 частными лицами из России. YouTube долго не удалял, потому что он не мог найти формальных даже причин, потому что нормы сообщества нами не нарушались. А ведомство указывало на то, что это было российской пропагандой. И если им и обижаться на кого-то, то это в первую очередь на своего босса, слова которого они хотели зацензурить и заблокировать. Сменим тему. Ярославль. Там приняли почти 500 беженцев с Украины и из Донбасса. Эвакуированных разместили в санатории, но людям нужна не только крыша над головой. Силами «Единой России» им привезли необходимые вещи. Волонтеры партии организовали детям досуг и обучение. Предоставили беженцам помощь психологов и врачей. Ну а гуманитарная помощь, средства на которую собирают практически все отделения партии, отправляется на освобожденные территории регулярно. Мы открыли специальный счет в партии, куда поступают финансовые ресурсы. Депутаты наших всех уровней, они ежедневно практически переводят денежные средства, подключились предприятия, общественные организации. Мы уже отправили несколько гуманитарных грузов на территорию Ростовской области. С первого дня, как только прибыли беженцы, взяли под особое наблюдение мам с маленькими детьми, потому что есть и 2-месячные, 7-месячные. Очень много ребятишек, которым по 2 годика. И мы адресно с каждой семьей отработали. Мы понимаем их потребность в одежде, в продуктах питания, в лекарствах.